Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Хочешь оскорбить? Покажи ему фигу или кукиш. В позднее Средневековье на множестве изображений страстей Христовых кто-то из иудеев или римских воинов сует ему в лицо кулак, сложенный так, что большой палец оказывается просунут между средним и указательным. Этот жест нам прекрасно знаком. Кто не складывал пальцы в кукиш хотя бы раз в жизни? Но откуда фига взялась, что означает и как попала в сцены страстей? Истоки этого жеста уходят в далекое прошлое. И, как часто бывает, его значение менялось со временем. Начнем с имени. Уже в Древнем Риме он был известен как фикус или манус фика – рука, сложенная в фигу. Фига – это, конечно, дерево, смоковница, инжир. Но этим же словом, возможно, по внешнему сходству с плодом, именовали и женские половые органы. Потому и жест стал фигой. Его исходная символика, сохранившаяся в итальянском и испанском языках, была связана с сексом и женскими гениталиями. Сложенные в фигу пальцы означали вульву, а по некоторым версиям исследователей и соитие – вхождение в нее фаллоса. В любом случае важно, что в истории фиги жеста сексуальная символика сплеталась с магией, а защита с агрессией и осмеянием. С древнейших времен во многих культурах эрегированный член олицетворял жизненную силу, а через нее благополучие. Его изображения считались мощными амулетами, способными защитить от злых сил и принести удачу. В Древнем Риме дома и сады защищали фигурки бога Приапа, уродца с гигантским членом. Изображения фаллосов вырезали над дверными проемами или вмуровывали в полы и стены. Одной из главных специализаций фаллических изображений была защита от дурного глаза. Эта идея буквально выражена на римских мозаиках и рельефах, где фаллос стреляет спермой в огромный глаз или атакует его подобно мечу. Аналогичную роль играл и жест фиги. Сохранилось немало римских амулетов в форме руки, сложенной в фигу, или фаллоса, заканчивающегося такой рукой. История фиги как амулета, конечно, не закончилась с античностью. Маленькие изображения рук, сложенных в кукиш, в средиземноморской Европе продолжали носить вплоть до недавнего времени, а кое-где используют и сейчас. Их изготавливали из коралла, стекла, металла, слоновой кости и других материалов. Такие амулеты особенно часто использовали для защиты детей. Их во множестве продавали в Сантьяго-де-Компостела, одной из религиозных столиц Европы, финальной точке паломнического пути, который вел к мощам апостола Иакова. Как амулеты фиги носили, видно на портрете годовалой инфанты Анны Австрийской, дочери испанского короля Филиппа III и будущей жены французского монарха Людовика XIII. Этот портрет был написан Хуаном Пантохой де ла Крусом в 1602 году. На платье девочки развешано множество религиозных символов и предметов, призванных защитить ее от всех опасностей. Причем христианский крест и изображение сердца Христова соседствуют с древними амулетами, которые применялись еще в античности, но были давно христианизированы, в частности, с янтарной рукой, сложенной в кукиш. А на самих руках, принявших этот жест, могли помещать христианские символы и фигуры святых. Все сплелось. Как часто случалось, один и тот же знак мог использоваться одновременно для защиты и для нападения. Ведь от агрессии злых духов и прочих сил тьмы часто защищаются агрессией. Вид того, что не должно быть зримо, проводил границу. Дальше не иди, не смотри, изыди. Именно в такой агрессивной роли фига упомянута в божественной комедии Данте Алигьери. В 8-й круг преисподней он поместил своего давнего знакомого Ванни Фуччи, убийцу и грабителя из Пистои. В комедии тот разразился пророчествами о судьбе Флоренции, а потом богохульно показал небесам кукиш. По окончании речи, вскинув руки и выпитив 2 кукиша, злодей воскликнул так: «На, Боже, обе штуки!» Средневековые комментаторы Данте видели в этом жесте знак гордынного и отчаянного гнева. О том, что фига небесам – это не поэтический вымысел Данте, а известный в Средневековье богохульный жест, ясно говорят статуты нескольких итальянских городов. В Прато в конце XIII века от того, кто сделает кукиши или покажет ягодицы небу или изображению Бога или Богородицы, требовали заплатить 10 лир за каждый из таких выпадов. А в случае неуплаты виновного ждала порка.
На исходе Средневековья и в раннее новое время проповедники и писатели-моралисты постоянно бичевали христиан, которые бесчестят Христа, Деву Марию и святых. Судебные протоколы и другие источники говорят о том, что католики не скупились на хулу в адрес небес или оскорбляли святых, показывая их изображением фиги. Такой же жест мог быть адресован и земным недругам. По свидетельству флорентийского хрониста Джованни Вилани в XIV столетии на оборонительной башне в Пистое, родном городе Фуччи, были вырезаны в мраморе изображения двух рук, сложенных в кукиш. И они были обращены в сторону Флоренции, врага пистойцев. А теперь вернемся к сценам страстей Христовых. Изображая иудеев и римлян, которые тычут в сторону Иисуса или Девы Марии фиги, позднесредневековые художники переносили в евангельский сюжет непристойные агрессивные жесты, которые были им прекрасно знакомы. И явно применялись не только в изображениях, но и на городских и деревенских улицах. Те же самые жесты упоминаются в материалах Трентского дела 1475 года, одного из самых известных примеров кровавого навета. На Пасху в тирольском городе Трента было найдено тело двухлетнего Симона Унфердорбена. Мальчик лежал рядом с домом, принадлежавшим Самуилу из Нюрнберга, одному из лидеров местной еврейской общины. Сразу после пропажи ребенка в Тренто начали ходить слухи о том, что это дело рук иудеев. Когда тело было обнаружено, тотчас восторжествовала версия о ритуальном убийстве. Что, истязая Симона, иудеи вновь повторили муки, которым их предки некогда подвергли Христа. А кровь невинного отрока использовали для изготовления мацы и в других пасхальных ритуалов. Более 20 человек было арестовано, а Симона быстро начали почитать как мученика, нового святого. В ходе следствия применялись пытки. И обвиняемые, которые исходно отрицали свою вину, начали давать показания. В материалах этого дела сохранились подробнейшие описания ритуализованных издевательств, которым иудеи якобы подвергли Симона, когда он был еще жив и после смерти. Один из арестованных, Лазарь из Сыровалла, показал, что в шаббат, когда тело убитого мальчика лежало в синагоге, Самуил стал показывать в его сторону фиги и бить его по лицу. Израиль, сын Самуила, высунул язык, также выставил фигу и, приподняв полы одежды, показал зад и гениталии. Все эти агрессивные жесты, плевки, фиги, непристойные обнажения, которые так подробно и почти в идентичных деталях описывали трентские иудеи, точно воспроизводят издевательства, многократно описанные в позднесредневековых страстных трактатах и изображенные на бесчисленных гравюрах, фресках или алтарных панелях. Только там они были направлены против Христа, а тут против христианского ребенка. Показания об убийстве Симона были даны под пыткой или под угрозой еще более жестокого истязания. Евреи Трента стали жертвами навета и репрессивного правосудия. Однако на некоторые детали, упомянутые в этом мрачном деле, стоит обратить внимание. На исходе Средневековья и в раннее новое время иудеи или выкресты вполне могли использовать агрессивно-оскорбительные жесты в адрес христианских реликвий или изображений. Такие случаи упоминаются во множестве судебных процессов, в том числе и мелких, где пытка явно не применялась. Тут полезно обратиться к двум книгам. «Тайна и обман. Религия криптоевреев» Дэвида Гитлица и «Огненный враг Маранов. Жизнь и смерть под надзором инквизиции» Галины Зелениной. Они показали, что среди испанских новых христиан, то есть крещенных иудеев и их потомков, было немало тех, кто хранил верность отдельным заветам иудаизма и отторгал многие христианские верования, которые в страхе перед инквизицией им приходилось на людях почитать. Так, в 1648 году в Мексике некую Бланку Энрикес обвинили в том, что во время мессы она притворно делает вид, что ей нужно вытереть лицо платком. И все для того, чтобы не видеть гостью и чашу, которую священник поднимает после причаществления, являя всем Бога. Утверждали, что она и ее мать, проходя мимо алтарей, незаметно под шалями складывали руки в кукиши. В каждом конкретном случае такие обвинения могут быть оговором. Нет никаких сомнений. Но в целом в них нет ничего неправдоподобного. Ситуация религиозного угнетения способствует тому, что слабые и преследуемые, в данном случае бывшие иудеи, будут мстить угнетателям символически, в том числе через осмеяние и непристойные жесты в адрес их святынь. Помните выражение «фига в кармане»?
Его часто использовали при рассказе о сложных отношениях советской власти и граждан, в первую очередь интеллигенции. Не имея возможности бросить режиму и его идеологии вызов, многие публично вели себя как правильные советские граждане. Но наедине или в узком кругу высмеивали марксизм-ленинизм, политику партии и всю государственную обязаловку. Вот и фига, но не открытая, а в кармане. В советском контексте фига – это метафора. Во многих обществах прошлого буквальный жест, которым порой бросали вызов господствующему порядку и его святыням. С вами был Михаил Майзульс, программа «Бог в деталях». Следующее расследование выйдет через неделю. Подписывайтесь на наш канал «Идеи без границ».